Приветствую, друзья! С вероятностью 90% WhatsApp будет заблокирован властями. Вместо западного мессенджера вам предложат поделиться с государством полным доступом к содержанию вашей переписки, звонкам, чатам и документам. Причем доступом, привязанным к вашей личности, и документам, удостоверенным порталом госуслуг. Я недавно скачала приложение Max, и знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. То, что казалось абсурдом и страшилкой про цифровой концлагерь, потихоньку становится правдой. В стране запускается национальный мессенджер. Под это дело Дума даже приняла специальный закон. Из текста закона следует, что Кремль идет по пути Китая и хочет создать единое мобильное приложение под контролем государства. В этом приложении россияне будут и общаться, и платить, и повестки получать, и в госуслуги заходить. И все это под надзором большого брата. Собственно, для этого все и затевается. В Китае давно уже существует такое приложение. WeChat называется. Российские власти много раз предпринимали попытки создать аналогичный проект, но каждый раз не справлялись. Очень похоже, что в этот раз они серьезно готовятся довести эту идею до воплощения. Национальным мессенджером был выбран Max от ВКонтакте. Без конкурсов, тендеров, обсуждений. Просто похоже, что выбор был сделан в политическом отделе администрации президента, где за идеологию отвечает Кириенко. И как следствие, закон просто написали специально под проект компании Кириенко-младшего. Национальный мессенджер Max доступен уже с марта в бета-версии. Ключевая особенность — можно создавать ботов и приложения, прямо как в Телеграме. Собственно, от Телеграма ВКонтактовский Max внешне отличить практически невозможно. Вообще, у нормального человека сразу возникает вопрос, а зачем делать новый мессенджер? Ведь и так уже есть ВК-мессенджер, доступный как отдельное приложение с многомиллионной базой пользователей. Еще ВКонтакте принадлежат мессенджеры ICQ и Там-Там. Но Аську закрыли еще в прошлом году, а Там-Там никто всерьез как конкурентный проект не рассматривает. Что касается ВК-мессенджер, то топ-менеджеры ВКонтакте признавали, что в текущем варианте он проигрывает Телеграму просто катастрофически, а еще у него есть репутационные проблемы из-за названия. У ВКонтакте репутация техотделов ФСБ и МВД, поэтому мессенджеру со словами ВКонтакте в названии россияне резонно не очень доверяют. В итоге решили делать новый проект с нуля, именно как национальный мессенджер. Приложение, которое станет главным в России, будет интегрировано с госсервисами. Непонятно, что заставляет думать, что люди, которые сделали хромой на обе ноги ВК-мессенджер, сделают в этот раз что-то толковое. Но зато какие бюджеты открываются под новый проект. Просто закачаешься. Недаром проект национального мессенджера курирует лично, как я уже говорил, Кириенко-младший. Еще до выпуска бета-версии у Max появились партнеры. Сбер добавил туда свой искусственный интеллект. Гигачат. Свои чат-боты запустили Альфа-банк и ВТБ. Как только поняли, что Максу светит статус национального мессенджера. Тем более, что банкам с 1 июня запрещено пользоваться нероссийскими мессенджерами для общения с клиентами. Мессенджер запустился в статусе бета-версии только в марте 2025. Для регистрации в нем нужен российский или белорусский номер. Звонить голосом, по видео, пересылать файлы, создавать групповые чаты – все можно. Как и Telegram, Max позволяет создавать приложения внутри мессенджера и ботов. Свои функции он выполняет. Звонит, сообщения посылает, но как работает под нагрузкой в условиях постоянного отключения мобильной связи в России, неизвестно. В отличие от Telegram и других мессенджеров, у Max уже можно перевести деньги собеседнику прямо по номеру телефона. Самое главное, конечно, это полная прозрачность Max для властей. Никакого шифрования там не предусмотрено, силовикам ничто не помешает читать абсолютно любые чаты. Собственно, как они сейчас их читают в ВКонтакте. А грядущая интеграция с госуслугами упростит идентификацию пользователей. Даже искать никого не надо будет. У полиции на руках сразу будут все паспортные данные гражданина, написавшего в чате на 3 человека, что ему не очень нравится война, например. С 1 сентября потенциальная аудитория нового приложения вырастет сильно, хотя и не добровольно. Согласно закону о национальном мессенджере, Max предполагается предустанавливать на все телефоны, продаваемые в России. Max начали очень активно продвигать в июле. ВК запустила масштабную рекламу с помощью популярных блогеров и артистов. Алло? Патриот слушает. Бро, прикинь, Макс ловит даже в море. Что именно рекламируют, вы будете смеяться. Просто звонки. Вот просто звонки, которые работают. На этом строится вся рекламная кампания. Звонил по мессенджеру Макс.
И вообще ничего не висло, все было круто, кайфовая связь. Ничем иным или принципиально новым прямо сейчас мессенджер похвастаться не может. Каналов мало, меньше сотни, свои создавать нельзя, сторис нет, обещанные интеграции с госуслугами тоже. О проблемах сообщают и разработчики, и пользователи. С каналами самое интересное. Некоторые из них создали без ведома авторов и не дали этим авторам доступ к якобы их собственным каналам. То есть главное, что исправно работает в национальном мессенджере, это воровство. Прям как в национальном видеохостинге Рутюб, который методично ворует контент у Ютуба. С сентября разработчики Max обещают дать возможность заводить каналы всем желающим. Параллельно чиновников и госструктуры начали переводить на Max с приказами сверху. Все это при том, что приложение на тот момент еще было в бета-версии. Статистика мессенджера выглядит предельно странно. В конце июня заявили о 1 миллионе пользователей, которые за несколько недель отправили около 14 миллионов сообщений. Получается, в среднем пользователи отправляют не больше одного сообщения в день. А возможно, и вовсе не пользуются мессенджером. Может, поэтому, когда ВКонтакте заявили о 2 миллионе пользователей всего через неделю, о количестве отправленных сообщений компания решила больше вообще не упоминать. Пользователи всерьез опасаются, что из-за Макса власти решат заблокировать Telegram, как и YouTube. И в ответ проводят флешмобы, скачивают приложение, ставят единицу в магазине, удаляют и выкладывают видео с этим процессом в TikTok. Помимо этого, пользователи жалуются на баги, невозможность скрыть номер, неработающие уведомления, подвисания и вылеты. Разработчики реагируют по-своему, подкручивают рейтинг с помощью ботов. На Google Play часть сфальсифицированных отзывов уже срезали, и рейтинг в моменте падал до 1 звезды, хотя сейчас немного отыграл. Понятно, что конкуренции с Telegram и WhatsApp такой мессенджер не выдержит. У него нет никаких преимуществ. Поможет только админ-ресурс. С начала июля в работе Telegram и WhatsApp наблюдаются сбои. В пресс-службе телеги утверждают, что на их стороне все нормально. Выглядит как сигнал россиянам. Переходите на Max, он работает нормально. Про блокировки WhatsApp власти говорят уже открытым текстом и мечтают перевести оттуда в Max родительские чаты. При этом окончательного решения о блокировке в Кремле еще не приняли. Идут споры. WhatsApp остается самым популярным средством общения в России. Им пользуются почти 100 миллионов человек. 17 июля Путин поручил подготовить предложение об ограничении программного обеспечения из недружественных стран. WhatsApp, в отличие от телеги, подходит под это определение. Telegram же больше, чем просто мессенджер. Это площадка для каналов, среди которых есть и важные для российской пропаганды. И что самое главное, российскую пропаганду тут не блокируют. Да и заблокировать, собственно говоря, Telegram не так уж и просто. В 2018-м российские власти пробовали и потерпели поражение. С тех пор возможности Роскомнадзора существенно увеличились, но и россияне куда более подготовлены. Около 40% пользуются VPN. В общем, ситуация выглядит так. Кремль методично лишает россиян доступа к неподцензурной информации и к неконтролируемому общению. Но делает это постепенно, стараясь не вызывать излишнего раздражения граждан. Прямые блокировки стараются по возможности заменять ограничениями с затруднением доступа. Все это сочетается с попытками создать собственные прямые аналоги западных сервисов и приложений. Ограничение доступа происходит в режиме тестирования. Сталкиваясь с негативной реакцией или техническими проблемами, власть может сдать назад. Сейчас мы находимся в важной и поворотной точке борьбы Путина с сетевыми свободами. Национальный мессенджер Max – это буквально пользование интернетом по паспорту. Идея заключается в том, чтобы дать вам некоторые удобства. Все типы коммуникаций, как в мессенджерах, информационную среду, как в Телеграме, банковские переводы, как в продвинутых цифровых финтехах, электронный доступ ко всем сервисам государства. Но все это в обмен на полное лишение приватности. Вашу переписку будут читать, ваши действия будут отслеживать, платежи проверять, ваш поиск анализировать. И все это будет не просто так, а на ладони для государства. Это еще будет и юридически привязано прямо к вам, к вашему паспорту ИНН, СНИЛСу и прочим идентификационным данным. Печальная картина, но еще не катастрофа. Я начал ролик со слов, что с вероятностью 90% WhatsApp будет заблокирован. 90% – это оценка чиновников администрации президента. Почему не 100%?
Потому что вопрос не решен. И у вас есть возможность на это повлиять. Если вы не пойдете покорно регистрироваться в новый государственный мессенджер, если там не накопится критическая масса пользователей, все может пойти иначе. Как я уже говорил, власть тестирует реакцию на свои действия по удушению интернета. Если будет много недовольных слабым функционалом Макса, его багами и бессмысленностью, то все это кончится еще одним рутюбом. Просто списанные деньги и пустые аккаунты. Еще один не взлетевший национальный проект по суверенизации интернета. Просто попилили деньги и разошлись. Конечно, через какое-то время Кириенко вернется к этой идее и снова запустит в интернете что-то национальное, масштабное и коррупционное. Какой-нибудь суверенный, построенный на традиционных ценностях и говорящий на старославянском чат GPT. Ну, во-первых, когда это еще будет. А во-вторых, ведь снова не получится, поскольку руки-то не оттуда растут. Главное не сдаться самим раньше времени. Счастливого. Повсеместное введение национального мессенджера – это тот редкий случай, когда россияне могут повлиять на свою судьбу. Просто не переходите на это приложение. За это ведь не наказывают.